Ребят, всем привет! Сегодня будем тестировать вот такое вот масло. Отечественный производитель «Здоровый дом». Масло неплохо себе показало. Я решил записать видео и показать его вам. Мы будем тестировать его на буке, на дубе, на фанере и на сосне. И посмотрим, как оно себя ведет на каждом типе древесины. Закроем двумя слоями, и когда оно полностью затвердеет, мы его протестируем горячим кипятком, кофем. Протрем и посмотрим, останутся ли следы. А в одном из следующих роликов я протестирую вот это масло германское Осмо. Оно дороже в 5 раз предыдущего бренда. Смотрим. Масло довольно жидкое, больше похоже на пропитку. Запах также присутствует, и он довольно не слабый. Масло будем наносить кистью в 2 слоя с промежуточной просушкой 8-10 часов. Прошло порядка 20 минут, и остатки масла можно вытереть сухой тканью, чтобы не было подтеков и пятен. Вот так все это выглядит после первого слоя нанесения масла. Масло еще, естественно, не совсем высохло. Прошло где-то порядка 10-12 часов. Сейчас я нанесу второй слой. И потом нужно еще будет подождать до полного отвердевания где-то неделю, ну может быть 5-7, где-то 10 дней. Вот, и будем уже тестировать, чтобы оно хорошо схватилось, полностью отвердело, чтобы можно было проводить полноценные тесты. Еще, значит, такой момент, если у мягкой древесины волокна поднялись чуть-чуть после первого слоя, их можно мелкой шкуркой заровнять. Второй слой уже не такой впитываемый, можно наносить меньше масла. Самый кайф, конечно, это твердые породы древесины, бук, дуб. Текстура очень явно проявляется. Так как впитываемость второго слоя намного меньше, нужно излишки также через минут 15-20 протереть ветошью, чтобы не было подтеков и пятен. Я уже говорил, масло матовое, но некоторое время может наблюдаться небольшой блеск, пока оно не просохло. В одном из следующих видео я также расскажу, как сделать цветное масло. Вот готовый пример с маслом белого оттенка, который нанесен на фанеру. И вы не хотите ничем покрывать, но хотите, чтобы она была защищена. Вот фанера, которая вообще без всякой обработки. Свежая фанера, чистая. То есть все цвета практически одни и те же. Там какие-то, может, тона легкие. Вот это масло с оттенком нанесено на дуб. Тут такой рисунок интересный получился. По-моему, вообще супер. В следующем видео я вам его продемонстрирую. Хочу еще заметить один очень важный момент. Важно правильно подготовить поверхность к нанесению масла. Многие этого не делают и потом просто пишут, что плохое масло. Производителям отзывы в интернете, что масло фигня, и люди другие, которые не знают, читают эти отзывы и думают, действительно масло плохое. Наливают, да, там образуется лужа из масла, они ждут, куда-то уходят в туалет, чай попить, приходят, растирают. Естественно, если масло цветное, на этом месте потом остается темное пятно, они растирают и получается все пятнами. Потом, когда масло высыхает, остаются подтеки, они не вытирают ветошью, как бы, да, это один из вариантов. Естественно, если есть какая-то шероховатость, поднятость ворса, мягких пород особенно, все это нужно хорошо, аккуратненько наждачкой сравнять. Начнем тесты. Первый тест — это горячий кофе. Я специально не стал убирать эти полоски на дубе. Это полосы от рубанка, которые не были устранены. И после нанесения масла их стало отчетливо видно, как следствие плохой подготовки поверхности. Тест с кофе, я считаю, пройден. Никаких пятен, помутнений от горячего кипятка ни от кофе не осталось.
Следующий тест – это бальзамический уксус на основе винограда. Мы зададим более сложную задачу в этот раз. Мы его оставим, чтобы он высох, и попробуем все это смыть. Прошло какое-то время, можно стирать. Твердые породы отлично показали себя. Сосна также не оставила никаких следов. Ну вот на фанере можно видеть, там где были поры древесины, остались полоски темные от уксуса. Я взял губку, смочил в мыльном растворе. Это не принесло особых результатов, темные полоски все равно заметны глубоко в порах. Следующий тест – это ягоды вишни, задачка посложнее. Теперь ждем, когда это все высохнет, и пробуем стереть. Сок от вишни почти высох. Берем мокрую тряпку, пробуем стирать. Я также протер заготовки губкой с моющим средством. Остались некие красные пятна на всех заготовках. Объясню, почему это могло произойти. Во-первых, производители масла рекомендуют, чтобы контакт с поверхностью был не более получаса. Во-вторых, могло быть такое, что это масло подняло и открыло поры древесины в фанере, так как это слоистый материал. Ну и как вариант, плохо подготовленная поверхность, о чем я ранее уже говорил. Возможно, фанера требует дополнительного слоя масла и обязательной шлифовкой между слоями. Я также сделал тест еще на одной заготовке фанеры и заметил непредсказуемость этой поверхности. Карандашом нанесены границы контакта сока и уксуса с поверхностью. Наглядно видно, что в некоторых местах жидкость не оставила практически никаких следов, хотя подготовка и нанесение масла было равномерным. Через 1-2 дня пятна сока обесцветились и их стало практически не видно, но если присмотреться, можно заметить небольшой красный оттенок. Эти пятна устранить несложно, берем 150 и 180 шкурку и зачищаем то место, где было пятно. До тех пор, пока оно не исчезнет. Далее очищаем заготовки от пыли и наносим ветошью и новый слой масла. Можно видеть, пятна исчезли и никаких следов от них не осталось. Масло было протестировано пищевыми продуктами. Я выбрал одни из самых красящих, которые оставляют пятна. Горячий кофе отлично. Виноградный уксус тоже смылся хорошо, за исключением фанеры, волокна которой в силу своей структуры впитали часть красящего вещества. А вот сок вишни оставил после себя незначительные красные пятна при долгом контакте с поверхностью, которые несложно убрать мелким ремонтом. Ну и напоследок скажу, что желательно и даже нужно один раз в год обновлять поверхность. Посмотрели, оценили состояние, если нужно, прошлись мелкой шкуркой, если есть царапины, убрали их, очистили поверхность от всех загрязнений и нанесли один слой масла, и так раз в год. Всем удачи, до встречи!